Не знаю, с какого видео начать наступивший уже 2025 год. И так как он уже начался, хочу затронуть тему о неизменных новогодних японских скрепах. А заодно и разъяснить вновь прибывшим русскоговорящим обитателям, почему же в Японии Новый год протекает так скучно и уныло. Тем более, что в последнее время я все чаще и чаще натыкаюсь на такие видео, где именно русскоговорящая масса жаждет новогоднего праздника и все никак не может его найти. А потом сидят в соцсетях и льют в один унисон о том, что Новый год в Японии унылый, что тут абсолютно нечего делать, что японцы очень скучно его проводят, что все плохо и совсем не весело. И отчасти я с ними согласна. Новый год в Японии действительно отличается от западного стиля празднования. Соответственно, когда я впервые приехала сюда, я также не могла понять, почему же здесь Новый год такой тухлый. Начнем с того, что Япония, как и все другие страны, дорожит своими традиционными ценностями, особенно семейными. Да, они тут тоже есть. Но вновь понаприехавшие русскоговорящие обитатели гайдины, то есть иностранцы, этих особенностей понимать не хотят. Соответственно, японские традиционные скрепы ими никак не воспринимаются. Они воспринимаются ими там, где-то, допустим, в России и в некоторых постсовковых странах, где об этих традиционных ценностях с пеной у рта льют в уши из каждого утюга, наподобие «рожай», «заводи семью», «рожай больше» и так далее. И дальше таких очередных традиционных заливных порций ничего не продвигается. А если и продвигается, то весьма малоэффективно. В Японии тоже есть свои традиционные ценности. Японцы о них не трубят из каждого утюга, они просто передаются из поколения в поколение. Так что в каждом японском мозгу эти ценности не только крепко так сидят, но и исполняются. Все мы помним, что вся японская жизнь – это практически сплошная инструкция большая. Работа ярмарки на сегодня подошла к концу. Мы будем рады видеть вас здесь снова. В большинстве традиционные ценности в основном являются значимыми для старого поколения, которое помнят древние японские скрепы, соблюдают и неизменно их придерживаются, а потом выклевывают мозг своим детям, а их дети своим детям и внукам и так далее, каждый по своему генеалогическому древу. Первой и основной новогодней традиционной скрепой является то, что Новый год в Японии – это строго семейный праздник. Соответственно, Осёгацу, Новый год – это время для семейных встреч и отдыха. Поэтому примерно с 28 декабря и по 2 января народ разъезжается из больших городов по деревням и селам, чтобы собраться дома с родными и близкими. Перед новогодними праздниками заведены традиционная генеральная уборка осоджи и выбрасывание накопившегося хлама. Народ заботится об этом заранее и старается выбросить много ненужных вещей, так как мусоровозы не работают до 6 января и накопившегося мусора может стать еще больше. А также в приоритете готовка традиционных блюд и занятия обыденными рутинными домашними делами, потому что выходных много и у большинства японцев появляется на это время. Особенно очень хорошо ощущается в больших отдаленных от Токио городах, потому что отчетливо можно заметить, как людей в это время становится очень мало и улицы превращаются в пустошь. Второй немаловажной новогодней скрепой являются традиции и обряды. Поэтому или на 31 декабря, или в начале Нового года японцы массово обязательно посещают храмы для специальных очистительных обрядов и молитв. Считается, что это смывает все накопившиеся за год грехи, приносит благополучие, счастье и здоровье в новом году. А спокойствие и тишина в храмах ассоциируются с началом нового жизненного цикла.
Соответственно, массовые гуляния, шумные вечеринки и фейерверки в японский Новый год не так популярны, в отличие от западных стран, хотя это все тут есть. Для японцев важнее сосредоточиться на традиционных новогодних скрепах, которые больше затрагивают духовные аспекты и семейные ценности. Но среди некоторых миллениалов и поколения Z все же наблюдаются изменения восприятия Нового года как чего-то радостного и веселого. Поэтому они все чаще выбирают более современные формы празднования, то есть вечеринки, ночные клубы, развлекательные заведения, отсчет времени, фейерверки, где активно делятся в социальных сетях своим праздничным вайбом. Но как же тогда быть иностранцу? Как попасть на такие вечеринки? В периферийных префектурах нужно просто знать места, а в Токио родимые ропpongi в радость. Причем перед наступлением новогодних праздников иностранцам нужно зафиксироваться лишь на одной мысли: сам себя не развеселишь, никто тебя не развеселит. Почему я об этом говорю? Да потому что я, например, человек, который любит умеренно активный отдых. Мне нравится посещать новые места, открывать для себя что-то новое, собирать малоизвестную мне информацию и поймать от этого всего дзен. Раньше я немного занималась организацией новогодних тусовок и со временем научилась делать это по-японски, четко и заранее. Тут иначе никак. Если не забронировать место за 1, 2, а то и 3 месяца вперед, рискуешь остаться у разбитого корыта, потому что нормальных вариантов в том же Саппоро раз-два и обчелся. Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Так что приходилось шевелиться, искать хорошие локации и собирать народ. А вот это уже был настоящий квест, потому что хоккайдская русскоязычная диаспора – это отдельный феномен. Мелкая, амебная и недружная. Поэтому под Новый год особенно приходилось буквально пыхтеть и раскачивать каждого для того, чтобы просто собраться вместе. И в любом случае всегда кто-то был слишком занят, кто-то устал, а кто-то просто кайфовал от процесса сидения на пятой точке и ждал, чтобы к нему лично пришли, поклонились и уговорили выйти из своей скорлупы. В итоге собирались в основном те, кто с кем-то дружил, кого-то знал или хотя бы однажды пересекался при каких-то обстоятельствах. Я помню, как в один из новогодних праздников мы совершили рекордный трип, посетив около 15 увеселительных заведений за ночь. Причем в некоторых местах мы не задерживались дольше 1 часа. И в конце каким-то чудным образом даже попали на японский корпоративчик, где выступала сама Precious Wilson, это бывшая вокалистка группы Eruption. Кто не в теме, я напомню знаменитый хитяра 1978 года One Way Ticket, которую потом сперли советские авторы, переделав на свой лад, и которую потом исполнила Виа поющие гитары под названием «Синий иней». Помимо Precious Wilson выступали еще 2 каких-то корейских айдола, я не уверена, что вспомню их имена, но некоторые девчонки из нашей компании их узнали. Также нам очень понравилась организация корпоратива, учитывая, что он был не закрытый, а открытый, то есть посторонним людям можно было заплатить за вход и попасть в зал. Как я помню, цена за входной билет составляла 2000 йен, а нас было то ли 8, то ли 10 человек. Что было очень круто. Предусмотрено это было для того, что по долгу службы не каждый японский сотрудник может проводить Новый год с друзьями и близкими, потому что большую часть времени обязан проводить с коллективом и посещать определенные мероприятия. Поэтому такой вариант являлся единственным исключением, где гостям достаточно было назвать фамилию этого сотрудника и заплатить за вход. У нас такой человек на тот момент оказался. Может быть, сейчас такие методы в японских компаниях не практикуются, но раньше это было возможно. Деда Мороза, конечно же, не было, Снегурочки и подавно, потому что в Японии Санта-сан приходит по европейскому обычаю только в ночь с 24 на 25 декабря. И с новогодними праздниками он абсолютно никак не связан. Вот такие вот японские традиционные ценности. Итак, время новогодней подготовки.
подытожить. Конечно, традиционные новогодние скрепы остаются в приоритете у большинства японцев старшего поколения, которые больше предпочитают проводить свое время с родными и близкими, посещать храм и даже в тишине выезжать кататься на лыжах, как, допустим, мой знакомый врач, который признался, что больше всего на Новый год любит уезжать в фрирайде. Хотя молодежи тоже ничего не мешает продолжать экспериментировать и адаптировать празднование Нового года под свой стиль, совмещая как японские, так и западные культуры. Вновь прибывшим русскоговорящим обитателям, кто ищет шума и веселья в Новый год, нужно усвоить лишь один пункт в инструкции. Это то, что шумно и весело он сможет провести его только в своей компании, о которой должен позаботиться заранее. Особенно это касается тех, кто живет в периферийных префектурах, отдаленных от Токио. По сути, Новый год – это всего лишь какая-то обычная, ничего не значащая цифра. И в последнее время проведение безалкогольного тихого Нового года мне стало ближе. А острая переоценка всех вещей произошла с того момента, когда не стало моего сына. Потому что я очень жалею о том, что когда мне выпал единственный шанс провести один из новогодних праздников вместе, я не сделала это, выбрав другой абсолютно пустой и ненужный вариант. Меня очень сильно триггерит по этому поводу, я сильно об этом сожалею, и это то, о чем я до конца своей жизни буду терпеливо сокрушаться и очень горько оплакивать. Я никогда в жизни бы не подумала, что осознание ко мне придет именно таким образом. И если бы у меня была возможность вернуться в прошлое и исправить эту наигрубейшую ошибку, я бы сделала это. Я бы сделала это, выбрав семейную, традиционную японскую новогоднюю скрепу. Красота.